Привет всем! С вами снова я, Ингрида. Сегодня у нас прекрасная погода, на улице ни одного облачка, и я наконец-то решилась дойти, как и обещала, до пляжа Лас-Америкас. Пройдемте вместе до океана, посмотрим, что происходит сегодня на этом пляже. Но по дороге также я вам хочу рассказать, поскольку мне многие в моих комментариях просили, чтобы я уже рассказала, какие же правила въезда именно на остров Тенерифе. Об этом я вам сегодня расскажу. Итак, какие же правила надо соблюдать при въезде в Испанию, на Канарские острова, ну а именно на Тенерифе в данный момент? Конечно, правила эти могут меняться. Надеюсь, скоро они вообще уйдут в забытье, но пока что они на данный момент есть такие. Если вы являетесь гражданином Евросоюза и прилетаете с одной из этих стран, который находится еще в зоне дополнительного риска, ну вот сейчас, знаете, я добавлю такой список вот именно этих стран. Ну, если кому интересно, остановите видео, посмотрите вот именно этот список. Он может постоянно, конечно, меняться, но, как я говорю, на данный момент он именно такой. То надо будет соблюсти такие правила. Первое, что вам нужно будет, это надо будет заполнить контрольную форму в электронном виде. Она не такая уж сложная, там довольно просто все пункты пройтись. Это сведения о полете, сведения о вас, ну, о вакцинации или ПЦР-тест надо будет туда ввести, уже данные. Это нужно для того, чтобы вы могли получить QR-код, который вам необходимо будет показать не только при вылете, но также при прилете. И еще одно требование для тех, кому более 12 лет, надо будет представить сертификат о полной вакцинации против COVID-19. Здесь я только хочу добавить, что здесь подойдет только вакцина, которая одобрена Евросоюзом. Но если у вас нету сертификата о полной вакцинации, не расстраивайтесь. Жителям Евросоюза, или если вы прилетаете из одной из этих стран Евросоюза, также вы можете представить ПЦР-тест, который сделан за 72 часа до того момента, как прилетаете именно в Испанию. Тоже ПЦР-тест подходит. Но тут тоже не расстраивайтесь, если у вас нет возможности сделать ПЦР-тест или нет сертификата о полной вакцинации, также подойдет тест антиген, который сделан, правда, тут уже за короткий срок, за 24 часа до прилета именно в Испанию. Но это все касается только именно граждан Евросоюза и те, которые прилетают из одной из стран Евросоюза. Ну, также, конечно, если вы переболели уже COVID-19, вы тоже можете прилететь в Испанию, и только тогда вы должны иметь при себе сертификат о выздоровлении, что владелец вылечился от COVID-19 и который выданный не позднее, чем за 11 дней после первого положительного теста. И этот сертификат уже годен в течение 180 дней. А сейчас я уже расскажу о правилах въезда, если вы прилетаете из третьих стран и не являетесь гражданином Евросоюза. Ну и первое, что вам надо будет соблюсти, это обязательно заполнить контрольную форму, при заполнении которой вы в конце получите на свою электронную почту QR-код, который вам надо будет представить уже в аэропорту при вылете и уже по прилету в Испанию или на Канарские острова. И второе, что обязательно вам нужно будет иметь при себе, это сертификат о полной вакцинации против COVID-19. Ну, здесь я тоже поясню, к сожалению, здесь должна быть пройти вакцинация именно с теми вакцинами, которые одобрены только Евросоюзом. И третий пункт, это относится к пассажирам, которым от 12 до 17 лет, что им тоже обязательно должен быть сдан ПЦР-тест, который сделан до 72 часов до прибытия в Испанию, и, конечно, он должен быть отрицательный. Сначала для тех, кто недавно присоединился к моему каналу, немного расскажу о себе.
Я из Риги, из Латвии. И, как говорится, всю свою сознательную жизнь прожила в этом городке безвывозно. Дом, работа, без отпусков. И так случилось, что мы решили с мужем что-то в своей жизни поменять. И в 2020 году приняли такое решение немного попутешествовать. Конечно, мы выбрали не самое лучшее время. Это было начало пандемии. Ну, нам так сложилось, что мы научились, как и многие другие, в это время работать отдаленно. Наша профессия это позволила, и мы решили переехать в Турцию. Такой красивый курортный городок Аланья. И чуть больше года прожили в этом городке. И если кому интересно, как мы именно там адаптировались, как нам протекала там жизнь, можете посмотреть мои предыдущие видео. На моем канале они есть. А в прошлом году, это в 2021, мы уже приняли такое решение все же вернуться обратно в Европу, но там, где тепло, там, где солнышко. И так мы очутились на Тенерифе. И теперь я вам рассказываю в своих видео и показываю, как мы уже проживаем здесь, что здесь интересного, интересные места, их природу. И сегодня я решила отправиться поближе ознакомиться с районом Лас-Америкас.
closer. Can we do it too? Наконец-то я на пляже. Как-то слишком долгий путь получился этот раз. Столько лишних кругов разных наворачивала. Уже успела так накалиться. На улице довольно тепло, да. Солнышко довольно сильно греет. И хочется быстрее как-то к воде. Просто хочу бежать туда. Народу немало, довольно много. Ну, в принципе, я бы сказала, как всегда. А я просто мчусь к воде. Ветер уж очень сильный сегодня. Но людей плавает немало, я бы сказала, даже при таких сильных волнах. Радуются. Ух, какая волнища! Такой совсем небольшой пляжик, конечно. Ама, какая волна там! Чуть-чуть была бы водичка теплее, ну точно пошла бы плавать. Да, сегодня действительно особенно большие. Ну, кто-то сказал бы, да, это небольшие волны, маленькие, но для Тенерифе вот в данный момент, вот для этого пляжа, это не маленькие действительно волны. Я радуюсь за тех людей, которые там в глубине. Сейчас подвину вам поближе. На берегу довольно много, и, как я сказала, людей вон загорают еще. Хотя уже 3 часа дня. Да, 3 часа сейчас дня. Так долго получилось мне мотаться до этого пляжа. Хотелось и туда подойти, и туда зайти. Но вот как-то так. Этот раз мне путь был слишком длинный. Ну, чуть-чуть хотя бы успею позагорать и побродить. Ой, как приятно ходить. Здесь, конечно, пляж с черным песочком. Но водичка все равно чистая, она просто мутная от этого песочка. Как я говорю, он такой, как пудрочка. Но бродить очень приятно. Ну, дети, как всегда, в своем тротуаре. Им все равно, как говорится, море по колено. Все равно, какая вода там. Ну и так, и до конца этого пляжа уже дошла. И на этом хочу закончить свое сегодняшнее видео. Спасибо всем за просмотр, за ваши лайки. Смело пишите комментарии, с удовольствием отвечу на все. И не забудьте подписаться, кто не подписался. До встречи в новом видео. Пока-пока!